Всем привет, с вами Джинни. Сегодня я покажу, как сделать из куколки LOL Star Butterfly. Ставьте лайк, если тоже смотрите Star против сил зла. Для принцессы звездочки нам подойдет почти любая куколка LOL со светлой кожей, но если такой нет, то можно и перекрасить. Я выбирала между Spice и Биби Боб и остановилась на втором варианте, так как Биби Боб у меня оказалось две. Обязательно спросите разрешения родителей, и если необходимо, попросите помощи, прежде чем что-то делать. Также в процессе создания образа я использовала одежду Posh и BB из клуба Chill Out. Чтобы было удобнее работать, голову пришлось отсоединить. Для формирования новой прически я отрезаю лишние волосы. Не делайте этого, если не хотите. Для лепки я буду использовать самозастывающую пасту для моделирования. Также можно взять полимерную глину или легкий пластилин. Это будет даже лучше, так как паста не такая пластичная и имеет неприятный запах. Довольно тяжелая и не очень быстро сохнет. Но я об этом не знала. По ощущениям, паста немного напоминает обычную глину и размоченную бумагу. Я начинаю с формирования основы, облепливая голову куколки. Для разглаживания массы я использую воду. Формирую правую часть челки и стеком подравниваю край. Намечаю линию ободка. Присоединяю левую часть челки. Теперь нужно нарастить волосы. Время от времени я прикладываю туловище, чтобы проверить длину и добавить пасты, если нужно. Одежду я решила не лепить, а перекрасить готовую, от повторок. Тем более, что нашлась очень подходящая. Я беру белую акриловую краску, добавляю в нее зеленую и хорошо перемешиваю. Получается очень красивый мятный цвет, как раз такой, как нужен. Краска ложится достаточно хорошо, поэтому я думаю, что понадобится всего 2 слоя, чтобы полностью перекрыть розовый и черный цвета. Кстати, на моем втором канале сейчас идет конкурс на куколку LOL. Ссылочку на видео я оставлю в описании. А также на следующей неделе я планирую несколько стримов с распаковкой шариков LOL. Не пропустите! Пока первый слой краски сохнет, я крашу леггинсы. Очень тщательно одну и вторую ножки и пяточки. Тем временем платье подсохло, и я наношу второй слой краски. У звездочки голубые глаза, поэтому я беру голубую краску и самую тонкую кисточку. Я люблю, когда глаза нарисованы ровно, поэтому раскрашиваю не спеша и очень аккуратно. И если вдруг что-то не получается, я убираю краску влажной салфеткой и начинаю заново. Тут мне понадобилось немного терпения, но результатом я в итоге очень довольна. На подсохшие леггинсы наносим второй слой оранжевой краски и откладываем сохнуть. Для сапожек я взяла темно-фиолетовый цвет. На щеках у звездочки сердечки. Рисую самой тоненькой кисточкой.
Тем временем платье подсохло и можно добавить детали. Подошвы сапожек бледно-лилового цвета. По бокам добавляю глазки. Верх штанишек я решила тоже закрасить оранжевым. А на ножки добавляю малиновые полоски, как у Star. Из маленького желтого кусочка полимерной глины при помощи скальпеля и стека я формирую звездочку. Затем, чтобы глина затвердела, я опускаю ее в кипяток на 15 минут. Будьте внимательны при обращении с острыми горячими предметами. Прозрачным лаком для ногтей я закрепляю рисунок на сапожках, который предварительно нанесла черной гелевой ручкой. Белым маркером на звездочке рисую глазки, а черной гелевой ручкой зрачки и ротик. И снова закрепляю рисунок прозрачным лаком для ногтей. Жидкостью для снятия лака я убираю мушку и помаду. Бледно-розовой краской рисую осьминожку. На платье наношу немного клея и хорошо прижимаю звездочку. Я использую Mod Podge, потому что при высыхании он становится прозрачным, остается эластичным и склеивает практически любые поверхности. Гелевой ручкой я обвожу контур осьминожки и рисую глазки и ротик. Ручка легко смазывается, поэтому лучше использовать маркер для CD-дисков, а рисунок ручкой обязательно покрывать лаком. Также я покрываю лаком леггинсы. Лаком для ногтей придаю блеск глазам и закрепляю сердечки. Паста для моделирования наконец-то подсохла, и я могу покрасить волосы. Для получения этого оттенка я смешала желтую и белую краски. Из красного легкого пластилина я формирую капельки и приплющиваю их у основания. Получились рожки. Красной краской я выделяю ободок и приклеиваю на него рожки. Сверху все покрываю лаком. И вот что у меня получилось. Никогда бы не подумала, что это одна и та же куколка. Это был мой самый первый кастом куколки Лол. И вообще, мой самый первый кастом. И я очень довольна результатом. Куколка вышла очень милая, яркая и легко узнаваемая. И мне было очень интересно ее делать. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилась моя идея и вы хотите больше таких видео. А также пишите в комментариях, кого еще из какой куколки Лол мне сделать. Это могут быть как персонажи других мультиков, так и просто известные личности. Например, можно сделать маркер для звездочки. Самые интересные запросы я постараюсь реализовать в будущих видео. Подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы ничего не пропустить, и нажимайте колокольчик. Всем спасибо и до скорой встречи в новых видео.